журналистской практике, да и в обычной жизни есть фразы, которые на деле являются зашифрованными посланиями, с помощью которых общество продолжает высказывать свое неодобрительное фи женщинам, отклоняющимся от определенных стандартов. Эти безобидно выглядящие фразы на самом деле изощренно задевают нас, женщин, на самом глубинном, подсознательном уровне. Итак, женщине хотят намекнуть на несоответствие общепринятым стандартам, если ей говорят, что она выглядит естественно. Кейт Мара Холлибери. Выражение «макеопфре» появилось в лексиконе журналистов после того, как все условились, что женщины имеют право не краситься и чувствовать себя при этом комфортно. Иными словами, свободная от макияжа женщина – это смелая дама, которой не страшно выглядеть страшной. К примеру, та же Пиппа Миддлтон, которая обладает уникальным талантом попадаться на глаза папарацци без следов мейка, часто становится героиней заголовков в стиле макеопфре. Вы верите, что те, кто заостряет внимание на ее лице, и впрямь восхищаются смелостью сестры герцогини Кембриджской? Акцентируя внимание на отсутствии макияжа, мы признаем, что в нашем обществе принято, чтобы женщина появлялась на публике накрашенной. А если нет, сразу возникает вопрос, почему она это сделала? Ей лень потратить на себя время. У нее что-то пошло не так в жизни? Была тяжелая ночь накануне? За редким исключением, когда речь идет о счастливых обладательницах бабы Фачи, формулировка «выглядит естественно» используется для того, чтобы намекнуть женщине, что она просто не следит за своим внешним видом. Вышла в облегающем наряде Мэрайя Кэри и ее облегающее платье Кейт Уинслет, за чьей фигурой следят сотни таблоидов. В большинстве случаев журналисты используют эту фразу, чтобы указать на какие-то особенности фигуры женщины. Она при этом будет либо с формами, об этой фразе поговорим ниже, либо удачно всхуднувшая, либо в возрасте, либо беременная. С беременными все ясно. Подчеркивать растущий живот облегающими вещами – такой же тренд, как обнаженные фотосессии беременных звезд в глянце. Что касается первых трех категорий женщин, им определенно хотят донести мысль, что с их телом что-то не то. Крайне редко пресса акцентирует внимание на облегающих платьях Тейлор Свифт или Кайли Дженнер. Ведь они, молодые и стройные, минус могут себе это позволить. А старые и толстые – нет. Женщина с формами принцессы Евгения Йоркская. Эмилия Кларк. Будем честны, подобную фразу используют, чтобы не говорить о женщине, что она толстая. Пышная грудь, бедра, которым может позавидовать Дженнифер Лопес минус еще множество других, по сути, синонимичных выражений, которые в завуалированной форме транслируют простую мысль: данная женщина любит вкусно поесть. А в эпоху повального увлечения орторексией, ЗОЖ и кетоновой диетой,
это отклонение от нормы. Ей комфортно в своем теле — это Риина. И ей комфортно в ее теле. Под этой с виду корректной фразой таится не только скрытое неприятие чьей-то располневшей фигуры, но и неодобрительная констатация того факта, что женщина даже не собирается худеть. Ведь несмотря на пропаганду бодипозитива во всем, начиная с небритых подмышек и заканчивая нависающими над ремнем складками живота, минус всем известно, что усердно трудящаяся в спортзале Бела Хадид – это эталон, а в очередной раз потолстевшая гедонистка Риона – нет. Даже если Риона утверждает, что вполне довольна своим телом, а Бела в своем регулярно находит недостатки. Сколько бы мир ни игрался в это, но полные женщины, которые искренне довольны своим весом, встречаются так же часто, как кости динозавров за пределами музея палеонтологии. Еще реже они бывают востребованы в шоу-бизнесе, в индустрии кино и моделинге. Десяток плюс-сайз моделей на весь мир. Вот и весь бодипозитив. Даже если речь об Эшли Грэм, стоит ли делать акцент на том, что женщине комфортно в ее теле? Красиво стареет Джуди Денч, 83 года. Хелен Миррен, 72 года. Формулировка, которая изначально была создана, чтобы побороть позорный агишаминг, но на деле только его усилила. Стареть красиво минус — это не более чем выглядеть ухоженно, но на свой возраст. И упаси бог хоть как-то пытаться улучшить свою внешность, чего доброго, все решат, что женщина молодится от отчаяния. Читайте «Без пластики», 14 звезд, которые не боятся старости. Ее седые пряди, мелкие морщинки вокруг глаз и губ, новые пигментные пятна, будьте уверены, под пристальное внимание попадет все на ее стареющем лице. Ведь как иначе может прийти в голову отвесить столь лестный комплимент? Нестареющая Дженнифер Энистон, 48 лет. Деми Мур, 55 лет. Фраза условно противоположная предыдущей, но имеющая схожую цель – напомнить о возрасте женщины, а заодно о таких процедурах как блефаропластика, круговая подтяжка, мезотерапия, биоревитализация и прочее. Стоимость молодости Дженнифер Энистон, Деми Мур и других известных дам уже давно посчитана экспертами. Читайте «Королева и пластика. Как меняли внешность коронованной особы». Так что, не сильно обнадеживайтесь, если слышите в свой адрес времени властный над вами минус. Как правило, это означает, что кто-то уже прикидывает, сколько семейных бюджетов вы потратили на хорошего пластического хирурга или качественной антияги процедуры. Несмотря на свой возраст, в свои 64 Бриджит Макрон живет с 40-летним мужчиной, и герцогиня Йоркская в свои 58 носит минета, как вы уже и сами догадались, неизменная приставка, чтобы усилить удивление от того, как какая-либо дама в возрасте позволяет себе делать то, что подобает только молодым. Например, Бриджит Макрон, несмотря на свой возраст, носит мини и замужем за 40-летним мужчиной. Сара Фергюсон,
несмотря на свой возраст, красуется в маленьком черном платье. А 51-летняя Синди Кроуфорд, несмотря на свой возраст, участвует в глянцевой фотосессии. Все перечисленное – реальные заголовки СМИ. Словом, если вдруг вы позволяете себе жить не по паспорту, а так, как вам хочется, будьте готовы, что однажды кто-то одарит вас таким комплиментом с двойным дном. Примерила смелый образ Белла Хадид. И ее очередной смелый образ иными словами, нелепый или совсем ей не подходящий, начиная от неуместных голых платьев и заканчивая кардинальной сменой прически. Здесь можете просто представить ошарашенного увиденным человека, который слишком вежлив, чтобы сказать правду, и вместо этого неловко произносит: «О, это смело». Фото: Getty Images, Legion Media, Rex,